Привет, друзья! Еду. Пока снимали вступление для совершенно другого ролика, у меня появился вот такой вот свист в машине. Вот, в двигателе где-то чего-то засвистело. Сейчас надо будет остановиться, посмотреть, что это. Муфта, подшипник или что это. Короче, что-то не очень похоже на обгонную муфту генератора. Сейчас послушаю эндоскопом, что это такое. А в данный момент происходит следующее. Берем звуковой эндоскоп и послушаю сейчас, где что трещит, свистит, трет, жмет, то есть генератор, ролики и их кронштейны. Включаю прогревочные оборотики. Слышим свист. И теперь смотрим, что здесь и как. В общем, ничего я не услышал эндоскопом. Пилю в сервис, сейчас буду снимать ремни и смотреть уже более детально. Погнали! Итак, друзья, мы на месте. Сейчас буду скидывать ремешок, запускать двигатель без него. Очень хорошо, что у меня стоит дополнительный насос электрический, поэтому, в принципе, двигателю пофиг. Есть ремень, нет ремня. Снимаем, короче, его. Ремни демонтированы, заодно появился очень хороший шанс проверить их состояние, убедиться, что с ними все хорошо. А сейчас пробуем заводить двигатель без ремней. Напоминаю, что у меня стоит электрический дополнительный насос, поэтому мне в принципе пофиг, работает помпа, есть ремень или нет. Единственное, конечно, генератор сейчас не в теме. И гидроусилитель тоже, но, опять же, напоминаю, для какого-то экстренного случая, в принципе, доехать вам всегда поможет электрический дополнительный насос, поэтому помните об этом, ставьте их обязательно. Заводим двигатель и смотрим, что же свистит. Да, поехали, заводи. Так, все абсолютно ролики стоят, крутится только маховик. Так, а ну-ка газу. Еще. Так. Еще. Хорош. Глуши. Короче, какая-то странная ситуация. Вы видели, ремни сняты. Свист четко соответствует, на мой взгляд, давлению наддува, либо производительности выхлопной системы, выпускной системы. То есть какой вывод можно сделать? Либо где-то по патрубку турбины сифонит, либо на выходе на канал ЕГР. Сейчас скручиваем и то, и другое, и смотрим, что там происходит такое. В общем, звук идет где-то вот отсюда, ну, как мне кажется. Или вот этот вот фланец второй перед радиатором ЕГР. Вот, в общем, сейчас скручиваю и смотрю, что там по прокладкам у нас. Я ослабил гаечки на входе в линию ЕГР. Сейчас попробуем завести, послушать, что произойдет. Давай, заводи. Вот оно. Погазуй немножко, плавненько. Еще. Давай еще. Хорошо, все. Глуши.
В общем, ребят, вот здесь вот стопудово что-то сечет. Вот, сейчас буду скручивать до конца вот этот патрубок и посмотрим, что там. В общем, судя по всему, весь свист был из-за вот этих металлических прокладок. То есть ее или пробило, или, я не знаю, она сейчас работала просто как свистулька. Вот, и здесь появилась копоть на фланце. Причем как на передней части, так и на задней части со стороны турбины. Вот, в общем, остается единственный вариант, это менять прокладочки, собирать обратно. Поменял прокладочки. Сюда поставил стандарт, оставил старую, плюс добавил новую. А вот сюда вот поставил один хитромудрый вариант, кому интересно. Пишите, буду отвечать, рассказывать, что там такое стоит. Вот. Давай, заводим. Так, газку немножко. Все. Бубнит, конечно, сильно, но бубнит это из-за того, что снят фильтр. Вот. Но свиста нет. Давай еще разок. Все хорошо, все отлично. Давай еще разок. Все, хорош. Глуши. Итак, при любых свистах, хрустах и так далее под капотом очень удобно использовать эндоскоп. Таким образом мы можем проверить, шумит ли обгонная муфта, шумит ли подшипник генератора, шумят ли натяжные ролики, гидроусилители и так далее. Вот. Но если ничего он не показал, и кроме обычного шума вращающегося механизма вы никакого свиста и скрежета не слышите, это первый признак того, что что-то случилось с прокладками выпуска, потому что они металлические, резонируют и выполняют роль своеобразного свистка. А на этом все. Подписывайтесь на канал. Обязательно заходите в чат в Телеграме Бар Патефон и группу ВКонтакте «Одинокий следопыт». Пока.